You're doing the introduction again? Я понял, да. Okay. И снова здравствуйте. Наши финальные сегодня спикеры мистер Кловер, мы его уже представляли, руководитель программы MYP и DP, и Асия Сулейманова, ученица 11 класса. Большинство наших учащихся, которые к нам приходят, процентов 90-95, они переходят из обычных российских школ, и у них перестройка мышления идет не только в плане подходов обучения, подходов к тому, как получать новую информацию, но и они перестраиваются к тому, как мы их оцениваем. Родители задают миллион вопросов, и мы тоже хотели бы ответить на вопросы. Какое оценивание в международной системе, что такое IB, что такое критерии, и для этого мы предоставляем слово мистеру Кловеру. Thank you, sir. All right. We're going to talk about assessment in the MYP, and it's the end of the long day, I'm sure, so I'll try to stay away from the technical stuff and hit some of the big picture ideas. Я понимаю, что сегодняшний день был достаточно долгим, и мы сегодня проговорим с вами про assessment, про оценивание. Я постараюсь отойти от технического языка и передать вам всю более обширную информацию, основные моменты. So with assessment goals, we're all educators, so we know these. We're trying to improve student learning. We're trying to know where students are in relation to something, a standard in our case, get data, monitor, and make adjustments and make it work better. Мы являемся такими же учителями, как и вы, и для нас важно, чтобы учащиеся улучшали свои знания, чтобы у них был прогресс. Для этого мы и как раз занимаемся ассессментом, занимаемся оцениванием. Для нас важно понять, где ребенок находится на данном этапе. Для нас важно собирать информацию и проводить определенный мониторинг и анализ того, что мы имеем, какие у нас данные есть. Для этого нам и необходим assessment. So there are a lot of good ways to do assessment. The MYP comes out of progressive traditions and constructivist pedagogy, and so that's where it gets its basis. Когда мы говорим про оценивание MYP, мы строим его на философии конструктивизма. So what makes it different from traditional systems or old systems like when I was educated are two main things really. That it's standards-based. Итак, что же отличает оценивание от традиционной системы, в которой я сам, к примеру, обучался? Ну, несколько вещей, три основные. Первое, он основан на стандартах. And criterion related. И есть обязательно критерии, по которым мы оценим наших детей. So what this means and what's important is that students are not competing against each other for a grade. Самое первое, самое важное. Люди, учащиеся, не соревнуются друг с другом, чтобы получить более высокую оценку. It's not norm reference, so we're not making a curve or using a percentage. Мы используем проценты, для нас важно, чтобы эта информация у нас была. But we're setting a specific standard and assessing against it to see if students can do it. И для нас важно, чтобы был определенный стандарт, и мы понимали, по каким стандартам мы оцениваем ребенка. We report 1 to 7, but how you report really is not very relevant here. Оценки, баллы выставляются от 1 до 7, но это не самая важная вещь. And we try to collect a body of evidence. Для нас важно, чтобы мы собирали и оценивали на основе многих показателей. So assessments in two main categories, formative and summative. И оценивание делится на два вида. Первое – это формирующие, за которые мы не выставляем оценку. И так называемый summative assessment – это итоговое оценивание, где ребенок уже получает оценку. And the difference isn't in the assessment itself, the difference is only in the purpose. И здесь не в том, что отличие заключается не в том, что мы ставим оценку или не ставим. Основное отличие – это то, какую задачу, какую цель мы закладываем в этом оценивании. So formative is used to assess, it's assessment for learning. It's really checking progress along the way. It can be big or small, complex or simple, but it's to see how they're doing along the way to reaching their objective. Формирующее оценивание, как мы уже сказали, за него оценку мы не ставим. Здесь мы видим, какой прогресс у ребенка в течение определенного времени. Самая важная вещь, чтобы мы видели, какая динамика у него. And summatives are assessments of learning. И итоговое оценивание – это оценивание именно того, чему ребенок научился.
So a couple of keys there in red are that with the summative assessment in particular, they're always against objectives. Итак, два момента, которые мы здесь видим. Первое. Итоговое оценивание основывается на больших задачах, так называемых objectives. So these are targets set for learning, and they're the same for every student. So if we do it well, all the students can reach them. Мы в самом начале ставим определенные задачи для учащихся. Если мы ставим задачи правильно, значит, все учащиеся смогут достичь этих целей. And we measure progress against the objectives with criteria. И прогресс учащихся мы оцениваем на основе критериев. So I'll bypass the technical stuff for the MYP here. Здесь бы я не хотел много говорить именно о технических деталях, как мы это делаем в MYP. And if you hear from Ms. Perkins in math, this will be familiar. Если вы очень внимательно слушали мисс Перкинс, учительницу по математике, вот эти вещи для вас будут знакомы уже. But it's a good place to see some of the big differences between the MYP and traditional systems. Но здесь мы будем видеть четкое различие традиционной системы от системы MYP. So if you look at A2, apply the selected mathematics successfully when solving problems, that's pretty familiar to everybody. Если вы посмотрите на A и подпункт 2, применять то, что ребенок выучил на математике успешно для решения ежедневных задач. Это то, с чем мы все знакомы. And B as well, if you took geometry when I did, you'll recognize that, doing proofs. Если вы посмотрите на задачу Б, вы тоже, к примеру, если изучаете геометрию так же, как и я, это вам будет знакомо. But what's quite different is the addition of C and D, the idea of communication and applying in real-life contexts. Но, возможно, в традиционной системе нету С и Д. Во-первых, то, как дети общаются, то, как передают, то, как они формулируют свои ответы, и Д, применение своих знаний в контексте реальных событий, реальной жизни. So these are of equal importance in the MYP. И при оценивании MYP все это имеет равное значение. То есть то, что ребенок правильно решил какую-то задачу, этого недостаточно. Должны быть и другие составляющие, чтобы он мог получить максимальную оценку. Here you can see how we do it. We take those strands of objectives, so on the left, presenting and collecting transformed data. Вот как мы проводим оценивание. Слева мы видим, есть большая задача, и под задачей мы выбираем, что и как мы будем оценивать. And that matches with a descriptor in the achievement level. И он соответствует определенному дескриптору, где мы хотим увидеть, чего должен ребенок достигнуть. So this is from science, and the student would know in an assessment that they need to do what's there in strand 1, and that their achievement level depends on the descriptor. Итак, это оценивание проводится в рамках предмета Science. Они знают, что им необходимо собрать информацию, и дальше, что им необходимо собрать, представить информацию в разных формах. So the technical parts aside, what's really important here, if you notice, is that we're always assessing skills, not so much the content. Но самое основное, возможно, вы заметили, что мы здесь оцениваем по большей части навыки, которые прививаем детям. So that's a key. It's not what the student knows, it's what they can do. Нам важно не только то, что ребенок знает, то, что он умеет. So when we get to ATL skills, that'll become even more important. И когда мы с вами дойдем до части ATL, вот там эта информация будет важной. So I've been asked a question, why don't students get upset when they get low marks? Знаете, у нас интересный случай есть, когда дети получают низкие оценки, они не всегда расстраиваются. Почему? So of course they want high grades. The CEO wants high grades. Естественно, это естественное желание, что учащийся желает получать более высокую оценку. К примеру, CIA тоже хочет получать хорошую оценку. But this is an example of reporting, and the key is here. Вот пример того, какой итог получают родители, как они видят вот этот именно отчет по оценкам. So this one is from language and literature. Это пример из предмета язык и литература. You can't see the header for the first one, but they achieved a 6, and that was basically in producing text. Первая оценка у ребенка 6. Там ребенок ее получил за то, что он смог написать какой-то текст. And the second one, using language, often has to do with things like grammar, which you've heard about.
И второй момент, когда ребенок получил 5, использование языка, как раз мы вот и грамматические аспекты проверяем там. So from this, what the students understand is their achievement level in a criteria they understand against an objective they know. В данном случае мы понимаем, что ребенок, когда смотрит на свою оценку, он видит задачи, подзадачи, что ему ставились, и какая за это оценка ставится. And the narrative comment by the teacher will be linked to the objective, to the command terms, and the criteria. И для того, чтобы понятнее стало, что значит 6 и что значит 5, учитель пишет определенный фидбэк, определенное описание оценки, чтобы ребенок понимал, что у него хорошо получается, над чем надо работать. But the key there is it's not a comment like good job or well done or that wasn't very good. The key is that it's actionable. It'll tell the students specifically against what they know, what they can do. И в описании вы увидите, что учитель не просто пишет «замечательно», «прекрасная работа» или «плохо сделано». Здесь учитель напишет то, как ребенок сможет исправить свою работу, что ему необходимо сделать и какие шаги предпринять. So, of course, we have conversation with students that want higher grades or say things like, that's not fair. But in the end, the conversations are about the criteria, about the standards and about what they can do, not whether I was unfair. Естественно, иногда учащиеся подходят к учителю и говорят, оценка не совсем честно поставлена, несправедливо поставлена. Здесь мы всегда говорим о том, что есть определенный критерий, есть определенная задача, есть определенная цель, которую необходимо достигнуть. Мы садимся, разбираем и после этого прорабатываем шаги, что необходимо ребенку сделать, чтобы получить лучшую оценку в следующий раз. This is just a side note, but the MYP is quite flexible. So if you're putting a system like this in, you can choose topics, you can choose your own standards, you can choose your own scope and sequence. Хотелось отметить, что система MYP, она достаточно гибка. Вы, как школа, можете выбирать свои топики, свои стандарты, свое планирование, может быть. So this is really nice if you're trying to do things like reconcile the MYP with the Russian national standards for the tests. И это говорит о том, что MYP в принципе можно модифицировать и применять в российских реалиях для того, чтобы мы в том числе готовили детей к ЕГЭ и ОГЭ. So this brings us to ATL, and that's another key point, that we're always looking at what students can do. And ATL are skills, they're approaches to learning, and they're all defined as skills. И мы сейчас с вами переходим к очень важной части, которая называется ATLs. Дословно это переводится как «подходы к обучению», но на самом деле правильнее будет их переводить как навыки. Те навыки, которыми мы обучаем детей на каждом уроке. And this is extremely different than traditional systems. И это то, что очень сильно отличает нашу систему от традиционной системы. Some parts will seem familiar, but some of the skills include even affective skills, managing emotions. Некоторые вещи покажутся нам всем знакомыми, но есть такие навыки, когда мы хотим, чтобы ребенок мог совладать своими эмоциями. И это тоже навык, который мы оцениваем. Or even collaboration. Или, к примеру, умение работать в сотрудничестве. And those should be planned and part of assessment. И важно, чтобы вот эти навыки, они были частью планирования, и чтобы мы их тоже правильно оценивали. So why are ATLs so important? Почему же эти навыки настолько для нас важны? So I like this quote by Henry Giraud, who says, education in the final analysis is really about the production of the agency. Позвольте вам привести цитату Генри Жиро, который сказал, что образование – это финальный анализ, который является продуктом того, что дети могут что-то сами сделать. So in other words, we want to give students skills. We have done our job really well if they don't need us. Другими словами, мы бы хотели, чтобы у наших детей были такие навыки, чтобы также, если нас рядом не будет, они смогли бы быть успешными. We're trying to teach them to learn. Мы хотим, чтобы они научились учиться сами. So, and this is the same thing repeated in the IB's own words. So the most important thing we do as educators is train students to learn. Ну, этот слайд, опять же, другими словами говорит только это. Мы уже цитируем IB. Наша главная задача, чтобы дети научились сами обучаться, получать новую информацию. And the ATL helps us get there. И как раз вот ATL, наши навыки, помогают нам достичь этой цели. So their tools, their ways of thinking, their goal is to make students autonomous, independent learners. So transfer is a huge key to this.
то, как мы преподаем, то, какие задачи мы ставим. И для нас очень важно, чтобы навыки, они были переносимы с одного предмета на другой предмет. There's 5 areas. Есть 5 больших областей, когда мы говорим о навыках. So I won't read through them all, but they're all skills. But what's key here is that if you're in an IB system, they're the same 5 areas from the time you're in PYP and kindergarten all the way through DP and graduation. Я быстренько переведу, хотя мистер Кловер сказал, что их читать не будут. Это исследовательские навыки могут быть навыки мыслительные, социальные, общительные и навыки работы над собой. Но что важно для нас, чтобы все эти 5 категорий мы над всеми гармонично работали и в начальной школе, и в средней школе, и в старшей школе. Во всех этих программах мы можем увидеть начало и развитие всех этих навыков. So the MYP was the first program to do this in the IB. Если мы берем анализ и смотрим на IB в целом, то программа MYP первая начала концентрироваться именно на этих навыках. And these are an explicit part of how we plan. И мы бы хотели вам показать, как мы в планировании включаем развитие этих навыков. So there's a broad range from things that we'd recognize in a traditional system like research. Есть очень большой разбег всех навыков. И некоторые из них для нас знакомы из традиционной системы. Это, к примеру, исследовательские навыки. To things like affective skills and managing your stress. И плюс ко всему, новые навыки – это умение совладать своими эмоциями, умение справляться со стрессом. So these are important all through the MYP. И эти навыки важны от первого года до последнего года в рамках MYP. So I'll do this quickly, but they do link specifically to how you do inquiry. И плюс ко всему важно, как мы включаем наше развитие навыков в процесс мотивации детей, как они сами изучают. So what we're looking at is in order to assess a skill like an ATL skill, we typically build in something that asks students to use the skill to do the inquiry. И когда мы преподаем, обучаем детей, наших учащихся вот этим навыкам, для нас важно, чтобы они применяли эти навыки при получении новых знаний, при исследовании чего-то нового. So you need to use this skill to handle this task, and that way it becomes part of the formal assessment. Мы говорим, что есть вот такой навык, тебе надо научиться применять его при решении такой задачи, и это становится частью нашей оценки, того, как мы оцениваем. So this example is from science, and you can access on your own. So we'll skip past it, but it's the same idea. Вот, к примеру, пример того, как мы это делаем на уроке Science. So here's one from science is the step through it. И вот шаги, которые мистер Кловер будет сейчас описывать. Will we go through them? Just quickly. Сейчас мы быстро пройдемся по шагам, как мы это делаем на примере предмета Science, естествознание. So in a given unit, есть юнит. we might choose some criteria. Мы выбираем определенные критерии. And then thinking skills, that's an ATL. И для нас важно вот из всех этих выбрать один из навыков. В данном случае мы выбрали thinking skills, это мыслительные навыки. That is something we'll be assessing, right? Это то, что мы будем в итоге оценивать у детей. So we build that in with the objectives we're assessing. Мы это учитываем при планировании урока, при постановке задач. So and that's intentional. We know that this skill will help them do the objectives we're going to do. И мы понимаем, что развитие вот этого навыка поможет нашим детям достигнуть именно тех целей, которые учитель ставит в самом начале. So in this case, there are a lot of suggestions that the IB gives you. Есть подсказки и помощь от IB, они говорят, вы можете вот это все использовать. So this teacher has chosen to concentrate on 2. И учитель выбирает несколько самых важных моментов. And it's science and experiment. So they've chosen some logical ones, looking at evidence and drawing conclusions. И, естественно, это science, им необходимо проводить какие-то эксперименты, поэтому то, как они будут оценивать те результаты, которые они получают, и как они будут интерпретировать. Вот эти вещи для нас важны. So this is familiar if you teach science, but the key here is that we explicitly plan it in and we're checking out the skill, not the content. И с одной стороны, можно сказать, что мы все, в принципе, это сделаем, мы все с этим знакомы, но это включается в официальное планирование, и мы это делаем сознательно и нацеленно. So these are the same two. И здесь вы тоже видите то же самое. Now, when we design the description of the experiment or the task, когда мы описываем
что необходимо ребенку сделать или как провести эксперимент, we use words that go with the objectives. мы используем именно те слова, которые вставляли в нашу задачу. So in this case, inquiring, we're telling the students you're going to form a testable question. Первая часть – это умение исследовать, inquiring, мы видим вот под задачей Б. Из этого исходит то описание, то есть ребенок должен научиться задавать правильные вопросы, которые впоследствии можно исследовать. So it's not the experiment itself that we're really looking for in this case. The second part is designing experiment itself. Мы не просто смотрим на результаты эксперимента. Для нас также важно, чтобы ребенок научился проводить эксперимент, знал все шаги. So what we're looking for is, can a student inquire and can a student design a scientific experiment properly? That skill transfers. Для нас очень важен навык. Навык, знает, умеет ли ребенок проводить исследования и может ли он составить свой эксперимент. So and here is the approach to learning, the ATL skill. И здесь также мы говорим, вот есть определенные навыки. So to do the objective, they need to use this skill, and that's also described in the text. Для того, чтобы достигнуть изначальной цели, ребенок должен научиться вот этим навыкам. И это описывается в задаче, которую ребенок должен сделать. And then afterward, we can see how they can transfer it. И впоследствии нам очень важно понимать, умеет ли ребенок переносить данный навык на другие предметы, на другие области. And transfer skills are another ATL. И умение переносить навык является еще отдельным навыком. So, and for this, one of the first units in grade 6, for example, is basically what do scientists do, is what it's called. К примеру, одним из начальных юнитов в 6 классе в рамках предмета Science является вопрос, что ученые делают, вообще чем они занимаются. So, of course, they learn content, but they're also learning the skills of being a scientist. Конечно, они изучают и содержательную часть, то есть у них есть понимание того, что необходимо изучить вот этот материал, но они должны также научиться тому, что делает ученый. То есть у них должно быть понимание тех навыков, которые необходимы, чтобы ребенок стал успешным ученым. So that's ATLs in the classroom, but Asiya here, who's been very patient. Это то, как мы работаем над навыками в рамках предметов в классе. И большое спасибо Асие, то, что вот нас дождалась, и сейчас она будет говорить свою часть. Asiya is going to tell us about some ATL skills in her own context. И она расскажет нам о том, как развиваются вот эти навыки ATL в контексте обучения учащегося в программе MYP в школе Международной школы Казани. I'll get out of your way. Мы представляем слово вам. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Асия. Сейчас бы я хотела рассказать о своем личном опыте и как данные навыки использовала лично я в своем опыте в школе. Что ж, приступим. Как, наверное, вы уже слышали, существует такая деятельность, как персональный проект. Это заключительная часть всего MYP, где проверяются все ATL skills, все эти навыки, над которыми мы работали, которые мы использовали, начиная с начального звена, начиная с 6 класса, заканчивая 10 классом. Именно все они проверяются, именно все они... Учителя смотрят, как же мы их использовали, как мы их развивали и к чему мы в итоге пришли. Как уже сказали, оценивают не результат, оценивают то, насколько мы смогли показать, как мы смогли воспользоваться данными навыками. К примеру, несколько навыков, которые лично я использовала, конечно, я использовала их все, какие-то в большей, в меньшей степени. Все объяснения, как мы пользуемся этими навыками, обязательно присутствуют в самой работе, в самом изложении. И, например, в данной работе, в данном проекте, я делала проект, который был связан со школьной тревожностью. Я воспользовалась форматом Google Form, то есть опросник такой некий социальный, где я использовала collaboration skills, я использовала коммуникативные способности и в целом использовала те навыки, которые я изучала, пыталась
воспроизвести, использовать их в реальной жизни на протяжении всего школьного процесса. Опять же таки, проверяют не результат, проверяют, насколько я смогла воспользоваться этими навыками всеми, и насколько я смогла показать, воспользоваться ими, чтобы создать некий финальный продукт. В данном случае моим финальным продуктом это была стратегия по уменьшению школьной тревожности у ребят моего возраста. Моими фаворитами стали социальные, коммуникативные навыки, и также использовались и навыки поиска информации, навыки оценивания, навыки критического мышления. Все они, как я уже сказала, используются, все они очень важны, и важно показать, что мы можем использовать то, чему мы выучились на уроке естествознания, мы можем воспользоваться в проекте, который может быть на любую тему, который мы можем использовать в дальнейшем. Как сказал мистер Кловер, мы учимся учиться. Мы учимся быть не только отличниками, мы можем получить любую оценку. Главное, чтобы я сама поняла, что же мне нужно сделать для того, чтобы я могла передать или научиться говорить, или же научиться быть коммуникативным, научиться работать в команде. Вот это самое главное. И это именно то, что делает меня коммуникативным, делает меня общеразвитым учеником и, конечно же, помогает мне стать лучшей версией себя для работы над собой в будущем, для работы просто для того, чтобы я смогла быть индивидуальностью, для того, чтобы я могла, независимо от кого, учиться сама, применять способности критического мышления, работать в команде, уметь выражать свои мысли открыто, не фокусируясь на результате. Опять-таки, результат не важен. Здесь есть какие-то другие примеры работы с данными навыками. Опять же таки, research, поиск информации, критическое мышление, collaboration skills, работа в команде, умение коммуницировать, умение помогать. Все это развивается на протяжении всего MYP. И это самое главное, что мы должны учитывать, что мы должны уметь применять в жизни. Мы хотим, лично я училась применять навыки, никогда раньше и всегда фокусировалась на оценках. Тем не менее, при переходе в Международную школу Казани я научилась фокусироваться не на результате. Я научилась применять навыки, я научилась понимать, что важность состоит в том, чтобы научиться что-либо делать, научиться разговаривать, научиться презентовать, научиться думать критически, нежели думать, как сделать так, чтобы я получила 5. Данные навыки, они встроены в обучение и позволяют каждому раскрыть себя, раскрыть свои способности. Они очень помогут в будущей жизни. И MYP, как и DP, настроены на создание такого человека, ученика, который смог бы самостоятельно развиваться, самостоятельно обучаться, самостоятельно познавать весь мир вокруг себя и быть настоящим просто исследователем, не фокусируясь на результате. Ученика, который смог бы адаптироваться ко всему новому и самостоятельно изучить весь представленный ему материал. И да, спасибо за внимание, мне было очень приятно. Спасибо большое, спасибо. Можно финально тебе вопрос задать? Конечно. Подскажи, пожалуйста, что самое важное, что самое главное, чему ты научилась в программе MYP? Вот для себя, если подумать, Для себя, вот из всего многообразия навыков, контента, того, чему мы пытаемся привить детям, что самое главное? Одно. Одно, конечно, важно все, но, наверное, я выделю
умение работать в команде. Как очень многие, наверное, люди встречались, всегда трудно найти общий язык со всеми. Для меня, как личности, это было трудно в начальной школе, но при переходе сюда я научилась работать со всеми людьми, проявила свои лидерские качества, свои лидерские способности и поняла, насколько здорово находить и распределять задачи, работать в команде, что это не трудно, что это возможно, и только в команде мы можем прийти к общему результату и достичь цели. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, и вам.